Все началось с того, что Тэхён непринужденно общался с Арми во время своего ночного прямого эфира. Он смеялся, читал комментарии, отвечал на вопросы, как всегда. Казалось, ничего необычного, пока он внезапно не замолчал. Тэхён на мгновение опустил взгляд, его улыбка немного померкла, когда он замешкался, словно решая, стоит ли ему говорить то, что у него на уме. Раздел комментариев мгновенно взорвался. Ты в порядке? Что случилось? Расскажи нам». Затем он поднял голову, сосредоточив взгляд, голос стал ниже, чем прежде. Прямо в этот момент Чингук, который смотрел прямой эфир дома, заметил, что что-то не так. Он наклонился ближе к экрану, нахмурив брови, ожидая. Тэхён тихо вздохнул. А затем он сказал это, предложение, которого никто не ожидал. Предложение, которое заставило Чингука замереть в шоке. Это было не громко. Это было не драматично, но это было честно и полно эмоций. Арми сошли с ума. Видеоролики мгновенно разлетелись по социальным сетям, и через несколько секунд имя Чингука стало трендом, потому что его реакция говорила громче слов. Взгляд Чингука смягчился. Его губы слегка приоткрылись, как будто он не мог поверить, что Тэхён наконец-то сказал это. Что бы ни значило это признание, было ясно, что между ними навсегда что-то изменилось. И это было только начало. Если бы один момент с Тэхёном, в тот момент, когда слова Тэхёна вырвались, все изменилось. Не только в том прямом эфире, но и во всем фандоме. Эйар-Эмуа лишится дара речи. Чингук сидел совершенно неподвижно, широко раскрыв глаза, глядя в свой телефон, как будто ему нужно было перематывать этот момент снова и снова, чтобы поверить, что это реальность. Прежде у него перехватило дыхание. Напишите в комментариях, что выражение его лица было невозможно скрыть. Происходит между Чингуком и Через несколько секунд его реакцию засняли и опубликовали везде. Подписаться и поделиться этой новостью. Чингук в шоке после признания Тэхёна, чтобы они знали, что вы видели, как он выглядел. Вы когда-нибудь Тэкук настоящий, что всего за 2 минуты детективы Арми работали быстрее, чем когда-либо. HYBE потеряет сравнение бок о бок заполонили ленту времени, анализируя каждую деталь, поднятую бровь Чингука, то, как он закусил губу, как он прикрыл рот рукой, словно пытаясь что-то сдержать, который на самом деле несет. Некоторые говорили, что он был удивлен. Другие говорили, что он точно знал, что Тэхён имел в виду, лишились дара речи. Но в одном все сходились, ему было не все равно. Обычно уверенно очень много жесты знаменитостей. Вскоре после этого Чингук включил камеру в трепете. Не для прямой трансляции, а для обновления видео. Он не произнес ни слова, он лишь застенчиво улыбнулся и показал пальцами маленькое сердечко. Внезапно этого было достаточно, чтобы привести Арми в неистовство с разных сторон. Потому что эта улыбка была не просто радостью, она выражала облегчение, своей способностью подмечать как будто Тэхён наконец сказал то, чего Чингук так долго ждал. От того, как Тэхён. В чем же правда этой безмолвной связи? Концепцию до Чингука, что на самом деле значила эта фраза, словно чего-то ждал. Чем больше фанатов пытались ее расшифровать, тем глубже становилась тайна. Он был по-настоящему готов, и пока мир все еще пытался осознать реакцию Чингука, Тэхён уже готовился раскрыть больше секунд, которые это была только вторая волна. Когда самый большой шок был еще впереди, что было видно, это Тэхён, пока Арми по всему миру пытались расшифровать произошедшее, Тэхён молчал после окончания трансляции. Только он и ни поста с комментариями, ни разъяснений. Была не его поза, а ничего, не его взгляда. Прямо он словно хотел, чтобы все задавались вопросом, держа в руках то, чего но он все же оставил кое-что, подсказку. Одну строчку в чате. Фанаты в первом ряду утверждают короткую, но содержательную наклейку в форме сердца. Он знает, о чем я. А когда Чингук подошел к Тэхёну, фанаты замерли. Ему письмо в прямом эфире были сделаны скриншоты, транслировавшихся поделились переводами. Тишина превратилась, и вдруг весь сюжет изменился. Камера дрожала. Кто такой? Он? Было видно, как Арми не потребовалось много времени, чтобы понять. Даже официально все указывало на Чингука. В Твиттере замолчал на 17 как Тэхён сказал это предложение ранее. Мягкость в голосе, нерешительность, надежда, казалось, было адресовано кому-то конкретному. Почему менеджеры BTS? Тем временем Чингук оставался активным. Почему у персонала был такой Он лайкнул пост о трансляции, пост, в котором цитировались точные слова Тэхёна. Совпадение? Арми так не думали. Затем еще один неожиданный поворот. Тэхён опубликовал историю.
Простое фото ночного неба с одной загадочной подписью «Для тебя». Ни имени, ни тега. Всего 2 слова, которые говорили о многом. До поздней ночи разносились шепотки. Это было ради Чингука? Он отвечает «Т». О чем они говорили до этого? Напряжение между ними никогда не было таким реальным, таким близким, таким хрупким. И словно этого было мало, один из фанатов заметил, что они оба были онлайн в одно и то же время почти час. Личные сообщения, телефонный звонок, план, что бы ни случилось в этот тихий час, все снова изменилось. Потому что уже на следующий день Тэхён решил раскрыть всю правду. И на этот раз никто не сможет это игнорировать. Следующий день наступил с тяжестью, которую невозможно было игнорировать. Фанаты проснулись, все еще в шоке от хаоса прошлой ночи, но Тэхён молчал. Карьеры BTS. Никаких объяснений и прояснений. Сообщество ARMY, только эхо его слов, которое никак не утихало. Он знает, о чем я. Назвав этот момент «Арми ждали», которое изменит все. Минуты превращались в часы. Сами корейские СМИ, похоже, споры становились все громче и громче. Момент, словно под давлением. Затем, без всякого предупреждения, Тэхён снова вышел в прямой эфир. Некоторые альтернативные новостные экран засветился, он сидел тихо, в мягкой толстовке с капюшоном, с немного взъерошенными волосами, словно он вообще не спал. Исчезали с публичных мероприятий. Он улыбнулся, но это была не та яркая, игривая улыбка, которую знали ARMY. Часто видели сидящими. Эта улыбка казалась нервной и уязвимой. Случалось. Даже поприветствовав фанатов, он опустил взгляд на свои руки, понизив голос. «Я сказал кое-что вчера вечером, кажется, многие из вас это заметили». Бывший чат мгновенно взорвался. BTS анонимно рассказал. Тэхён взглянул на экран, затем покачал головой и застенчиво усмехнулся. Иногда есть вещи, которые ты хочешь сказать долго, но просто ждешь, надеясь, что другой скажет это первым. Никто из нас не знал, что это произойдет. Миллионы зрителей почувствовали холодок. Что именно было написано? Он говорил о Чингуке? Было ли это? Тэхён продолжил, и его губы изогнулись в легкой задумчивой улыбке. Или он смотрел прямой эфир. Всегда изменило направление. Конечно, смотрел. Никто не потом знает. Мы поговорили. Но одно несомненно. Раздел комментариев сошел с ума концертом. Тэхён поднял взгляд, его глаза потеплели, светясь чем-то настоящим. Разносится по всему миру. Он понял меня, как всегда. HBE в недоумении, никаких имен, американских никаких подробностей, неопределенности. Но все точно знали, кто такой он, который, казалось, именно в тот момент, и когда ARMY казалось, что момент уже не может быть тяжелее, вверху экрана появилось уведомление. Чингук с кроличьим лицом смотрит прямую трансляцию. Лидер, известный своим спокойствием, Тэхён сразу это заметил. Никаких комментариев в интервью. Его выражение лица изменилось. Сначала тихий вздох, а затем самая мягкая, самая искренняя улыбка, такая, какая появляется только когда в комнату входит кто-то особенный. И на мгновение показалось, что весь мир исчез, оставив только их двоих в невысказанной правде, повисшей в воздухе. Тэхёном и Чингуком. То, что Тэхён сказал дальше, вызвало бы гораздо больше шок, чем все, что было до этого. Что же на самом деле произошло той ночью? А реакция Чингука взорвала бы интернет. В тот момент, когда имя Чингука появилось на экране, Тэхён застыл. Не так, как вчера вечером, на этот раз он был полон адреналина. Он пытался продолжать говорить, но слова вдруг стали тяжелее. ARMY заспамилили чат, Чингук здесь. Посмотри на него. Ты Кук, живем вместе. Щеки Тэхёна слегка порозовели. Он тихонько прочистил горло. Он наблюдает, так что я буду тщательно подбирать слова. Даже через экран было слышно, как колотится его сердце. И как раз когда фанаты пытались успокоиться, Чингук присоединился к чату. Не приветствием, не эмодзи, а одним сообщением. «Я знаю». Глаза Тэхёна расширились, когда он снова прочитал комментарий. И на этот раз он улыбнулся так, будто больше не мог сдерживаться. Тишина была оглушительной, миллионы смотрели, не в силах дышать. Тэхён наконец заговорил. Тогда ты тоже знаешь, почему я это сказал. Эмоциональный мост между участниками группы. От Чингука выскочило еще одно сообщение. Скажи четче, Только всего произошло в последнее время. Вызов. Надеюсь, напряжение. Ты сможешь остаться с нами.
— тихо электричество. Опустив глаза, словно фанаты буквально чувствовали, как этот момент приближается к чему-то неизбежному. Американские СМИ крутили кадры. Тэхён наклонился ближе к камере, его глаза сияли честностью во внутренних отношениях. «Перестань заставлять меня совершать все эти смелые поступки». Проанализировать язык тела. Чат взорвался хаосом. Была ли это привязанность, извинения? Все кричали, все плакали, все уже нажимали на повтор. Тайна только усугублялась. Но тут Чингук отправил сообщение, которое разорвало мир. «Я приду». Коллаборация BTS у Тэхёна перехватило дыхание. Внутренней неопределенности. Он отвел взгляд. С сети HYB нервный смешок вырвался из груди. Ни закулисных съемок, прямо сейчас, целых 4 дня подряд, никакого ответа. Не случалось в истории BTS. Секунды шли, каждая громче предыдущим. Душу стало видео. Затем раздался звонок в дверь Тэхёна. В комнате воцарилась тишина. HYB бросает. Тэхён повернул голову к двери, широко раскрыв глаза от шока. Крепко сжимает письмо. Миллионы наблюдавших затаили дыхание вместе с из одной фразы. «Знаешь». Он медленно встал, почти боясь поверить в произошедшее. Чингук не ответил. Его босые ноги мягко ступали по полу. Лишиться дара речи, каждый шаг был неуверенным, но отчаянным. Ознакомьтесь, Тэхён добрался до двери, и не пропустите ни секунды. Его рука замерла на ручке. Сотрясает мир к поп. Он на мгновение замялся, а затем снова посмотрел на свой телефон, как бы спрашивая про себя: неужели мне действительно стоит делать это перед всеми? Тэхёном. Разговор превратился в ураган. Подписаться и поделиться этой новостью с другими участниками Чжиким, там, чтобы они знали, что происходит на самом деле. Момент в прямом эфире. Вы когда-нибудь представляли себе? С дрожащим выдохом Тэхён повернул ручку. Потрясти настолько, что дверь приоткрылась совсем немного, достаточно, чтобы свет из коридора проник в комнату. В центре внимания мировых СМИ. И тут послышался знакомый голос. Могут изменить все общественное мнение одним. Это был он. Простым поступком Чингук вошел, натянув толстовку, дыша часто, словно бежал всю дорогу. Пока этот вопрос, их взгляды встретились ошеломленные, эмоциональные, испуганные, тем временем с облегчением. Американские СМИ, обычно губы Тэхёна приоткрылись, он не мог говорить. Были замешательства. Чингук нервно рассмеялся себе под нос, потирая рукой затылок. С концерта в Лос-Анджелесе. Если ты продолжишь говорить такие вещи, мне придется прийти. Как одно из стандартных выступлений. Напряжение было электрическим, грубым, неприкрытым, настоящим. Эпицентр, вызвавший Тэхён, прошептал: «Ты действительно пришел». Еще до взгляд Чингука смягчился. Известные свои «ты просил меня понять каждую мелочь», и я понимаю. Уже уловили странные знаки. Но иногда мне хочется, чтобы ты сказал мне это прямо. Не вписывающийся в чат был в полном разгаре. Слезы, крики, документирование истории. Чего-то ждал. Все Тэхён взглянул на телефон, внезапно вспомнив миллионы наблюдавших. По-настоящему готов. Чингук проследил за его взглядом. Посреди концерта. «Выключи». Атмосфера замерла почти на 10 секунд. Его голос был тихим, серьезным, но мягким. Когда прожектор некоторые вещи не для всех, что было видно, этот Тэхён не двигался, стоящий посреди сцены. Он просто смотрел на Чингука со страхом и тоской, переплетенными воедино. Только он и микрофон. Наконец, Тэхён потянулся к экрану. Не его поза, а направление. Последнее изображение, которое увидели зрители, Чингук подходит ближе, их силуэты почти соприкасаются. На одном концерте. Письмо. Рука Тэхёна дрожала, когда он завершал прямую трансляцию. Ждали, что видели в углу маленькую наклейку в форме сердца. Экран потемнел. А когда интернет взорвался и вручил ему письмо в прямом эфире, но за этим черным экраном началась настоящая история. На миллионы по всему миру, тишина после того, как экран потемнел, была громче любого крика. Камера дрожала. Телефон Тэхёна лежал экраном вниз на столе, уведомления гудели, как далекий гром, но никто из них не пошевелился, чтобы проверить. В Твиттере замолчал на 17 минут. Чингук стоял всего в нескольких шагах от него достаточно близко, чтобы Тэхён видел, как быстро поднимается и опускается его грудь. Люди начали спрашивать. Какое-то время они молчали. Не было ни камер, ни комментариев, ни зрителей. Они только что увидели то, только они не могли предвидеть. Чингук медленно шагнул вперед. «Знаешь, сколько я ждал?» — прошептал он. «Чтобы услышать от тебя такое». Тэхён сглотнул, голос был едва слышен. «Я боялся». Взгляд Чингука смягчился, но его разочарование было болезненно явным. «Боялся чего?» «Того, что я сбегу. Того, что я не буду чувствовать то же самое». Тэхён опустил взгляд, скрывая страх. Боялся, что произнесенное вслух может погубить нас. Чингук протянул руку и нежно приподнял подбородок Тэхёна, так что их взгляды встретились. «Ты никогда не сможешь нас погубить». Слова дрожали между ними, хрупкие, но искренние. Тэхён прерывисто выдохнул, его защита рухнула.
Все, что я сказал прошлой ночью, это было о тебе. Это всегда был ты. У Чингука перехватило дыхание. Годами невысказанные чувства возводили между ними стены. Сегодня вечером эти стены наконец рухнули. Чингук прошептал: «Тогда больше не прячься». Тэхён шагнул вперед, сокращая оставшееся расстояние. Их лбы соприкоснулись, тихо, интимно, обещание. Мир снаружи кричал, но в этой комнате все было спокойно. Голос Чингука смягчился улыбкой. «Мы разберемся с хаосом завтра. Просто остаться со мной сегодня ночью». Тэхён кивнул. И впервые за долгое время он позволил себе выбрать то, чего желало его сердце, ни славу, ни страх, ни ожидание.